Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я хочу показать вам коллекцию фильмов 2020-х годов. То есть картины, которые вышли совсем недавно, уже в 20-х годах. Я рассчитываю по этой теме сделать 3 выпуска. И в сегодняшнем видео покажу вам фильмы 2020 и 2021 года, которые есть у меня в коллекции. Их, получается, достаточно много. 14 фильмов 2020 года и 17 фильмов 2021 года. Их все сегодня покажу. В следующих выпусках на эту тему будут, соответственно, 22, 23, 24, 25 год. Ну и может, если к тому времени, когда сниму следующие выпуски, там появятся фильмы этого года, то он тоже появится в видео. А в этом видео, как я сказал, покажу картины 2020 и 2021 года. И начну с 2020, конечно. В 2020 году большинство фильмов будет с русским. Да, только один фильм без русского. И начну с двух иностранных изданий с русским 2020 года. Первое — это фильм «Соник» в кино. В таком вот стилбуке. Американское издание. Открываем. Видим здесь внутренний арт в этом издании и 2 диска. Здесь 4К с русским, Blu-ray без русского. Вот это первый фильм, который хотел вам показать. Картина 2020 года. Этот фильм я также видел в кинотеатре, когда он выходил в 2020 году. Фильм «Соник» в кино. Далее следующая картина. И это самый кассовый голливудский фильм 2020 года. «Плохие парни навсегда». Такой вот боевик с актерами Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. Третья часть, которая вышла спустя долгое время после второй. Здесь уже Майкл Бэй не был режиссером. Британское издание. И в этом британском издании русский язык присутствует на 4К диске, а обычный Blu-ray без русского языка. Фильм, боевик с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом «Плохие парни навсегда». Далее пойдут 3 картины студии Universal. В 2020 году у Universal еще был дистрибьютор в России, поэтому издания вышли с русским. И также вышли и сами издания от MD Play. Такой вот первый фильм ужасов «Человек-невидимка» с Элизабет Мосс. Здесь видим другой арт. Открываем. Присутствует в этом издании внутренний арт. Диск напечатан за рубежом. Присутствуют в этом издании, конечно же, карточки. Видим такие вот кадры из фильма. А с другой стороны такой вот арт. И также есть такой вот артбук Элизабет Мосс с кадрами из картины. Да, здесь только кадры из картины. Кадров со съемок нету. Такой вот фильм «Человек-невидимка». Картина 2020 года. От режиссера Ли Уоннелла. Далее еще одно издание от Universal.
Фильмы 2020 года. Это фильм с Робертом Дауни-младшим «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», в котором он снялся в этом фильме после того, как закончил время сниматься в фильмах Марвел. Здесь такой же арт, как и на слипе. Есть, конечно же, как и у предыдущего издания, внутренний арт с персонажами фильма. И такие вот карточки небольшие. Третья карточка, вторая карточка, третья, четвертая и первая. А с другой стороны просто название фильма. «Удивительное путешествие доктора Дулиттла». Фильм с Робертом Дауни-младшим. И, наконец, еще одно издание от Universal, которое вышло в 2020 году с фильмом 2020 года. Это фильм под названием «Эмма». Фильм по роману Джейн Остин, в котором снялась в главной роли актриса Аня Тейлор-Джой. Такой вот фильм. Здесь видим немножко другой арт на основной обложке. Конечно же, присутствует внутренний арт с домом. И присутствует также буклет, артбук. Он здесь называется, с кадрами из картины. Тут большие кадры, вот кадры поменьше. Видим кадры со съемок. И такой вот большой кадр. И на этом заканчивается данный буклет артбук. Фильм «Эмма» с участием актрисы Ани Тейлор-Джой. Далее следующая картина. Это фильм от Paramount, который вышел, точнее первый показ которого произошел в 2020 году. Но основной прокат был в 2021 году. Это фильм под названием «Тихое место». Это картина, в которой снялись Эмили Блант, Киллиан Мерфи, а снял данное кино Джон Красински, муж Эмили Блант. Здесь другой арт. Присутствует внутренний арт здесь. Буклет с кадрами из картины. Первая часть у меня также есть в коллекции, поэтому и вторую часть тоже приобрел. Видим кадры со съемок здесь также есть. Эмили Блант, актриса. И на этом все. Такой вот артбук. Толстый, с кадрами из фильма. И такое вот издание. Еще один фильм 2020 года. Далее переходим к следующему. Это оскароносный фильм 2020 года. Фильм, который выиграл Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Еще по одной. Фильм Томаса Винтерберга с Маттом Миккельсеном в главной роли. Видим, здесь написано про Оскар. Такое вот издание. Здесь другой арт. Внутри здесь видим кадры со съемок и
Вот такой вот арт. И так присутствуют такие вот карточки, закладки с персонажами фильма, в том числе Мадсом Миккельсеном, который здесь сыграл роль учителя истории, которого зовут Мартин. И также такой вот календарик на 2022 год. Издание выходило в конце 2021 года, поэтому положили такой вот календарик с актерами, которые здесь снялись, на 2022 год. Фильм Томаса Винтерберга под названием «Еще по одной». Далее, следующее издание. И это фильм с актером Дэниелом Рэдклиффом под названием «Побег из Претории». Помимо Дэниела Рэдклиффа здесь также снялся Дэниел Уэббер. Основан данный фильм на реальной истории. Здесь я перевернул обложку с таким вот артом с оригинальным названием. А внутри здесь видим оригинальную обложку с информацией на русском языке. И в этом издании есть карточки, в которых с одной стороны название по-английски, а с другой стороны видим персонажей данного фильма и кадры из картины. Видим Дэниела Рэдклиффа в такой вот роли, снова в очках. Так, обратно возвращаем карточки. Такой вот фильм 2020 года «Побег из Претории» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Далее, единственный фильм, точнее не единственный, еще будут два фильма, но уже анимационных, а это единственный фильм с живыми актерами, который в 2020 году у меня без русского языка. Это фильм под названием «Довод». Картина Кристофера Нолана. Первый его фильм в 20-х годах. Здесь снялись Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Майкл Кейн и Кеннет Брана. Такое вот издание немецкое. Показывал вам его в предыдущем видео с пополнением. Видим здесь такие разные накатки у фильмов, Blu-ray, дополнительные материалы и 4К диск. Фильм Кристофера Нолана 2020 года под названием «Довод». Далее осталось показать из 20-х годов вам 4 мультфильма, точнее 4-5 мультфильмов. И первый из них будет в составе сборника, в котором также есть и мультфильм, который выходил раньше. Это мультфильм под названием «Тролли мировой тур» от DreamWorks. Он у меня в таком вот комбо-издании с первой частью. Карточки относятся к первому фильму, их показывать не буду. Здесь это первый фильм, а это вот фильм, который как раз вышел в 2020 году, «Тролли мировой тур». И к этому фильму такой вот буклет с заданиями для детей. Есть разные задания: соединить точки, раскрасить, вырезать, что-то найти, снова вырезать, найти слова, разукрасить, раскраска, и этим вот заканчивается данный буклет фильма «Тролли мировой тур», анимационного фильма от DreamWorks, который вышел в 2020 году. «Тролли мировой тур». Далее, следующее, это будут два аниме-фильма, вышедших в этом году, в
в 2020 году. Первый из них это у нас будет фильм под названием Violet Evergarden. Такой вот аниме фильм. Здесь видим другой арт. Также внутри есть еще один арт. Здесь следует отметить, что этот диск, увы, на болванке, потому что в другом виде он не выходил, только на болванке. И видим такие вот карточки, которые с одной стороны нету ничего, а с другой стороны видим арты разные. К этому фильму. И две карточки побольше. Такая вот еще карточка. Такого вот наполнения этого издания аниме-фильма под названием Violet Evergarden. Так, осторожненько помещаем обратно. Аниме-фильм Violet Evergarden. Также есть еще одно аниме, которое вышло также в 2020 году. Оно называется «Ее заветное желание». Видим такое вот издание. Здесь видим другой арт. Так. Здесь шли вот два таких календарика к этому фильму. Другие календарики, это не просто здесь идут. Присутствуют вот здесь карточки и внутренний арт. Такой вот внутренний арт. Так, обратно возвращаю. И карточки. Такое вот. И такое вот изображение. С другой стороны карточки чистые. И возвращаем обратно календарики из этого издания. Фильм «Ее заветное желание». И осталось из 2020 года показать вам два фильма от Disney. Они без русского языка и оба издания американские. Сначала покажу простой фильм, точнее простое издание. Это фильм «Вперед». Первый фильм Disney Pixar в 20-х годах. Здесь в этом издании 3 диска. Тут здесь еще есть один диск. Диск с дополнительными материалами. Blu-ray диск с самим фильмом. И 4К диск. И, конечно, присутствует разная макулатура с кодами к этому фильму. Анимационный фильм от Disney Pixar под названием «Вперед». Наконец, последнее издание 20-х годов, которое хотел вам показать в сегодняшнем видео. Это еще один обладатель Оскара в сегодняшнем видео. Картина под названием «Душа». В таком вот издании. Видим техничка. Такой вот арт. Открываем, есть такой вот арт. Достаем. Еще раз достаем. Здесь базовое издание внутри. И здесь также 3 диска. Диск с фильмом в 4К, диск с фильмом в Blu-ray и диск с дополнительными материалами. Ну и, конечно же, карточка с кодом.
для получения цифровой копии. Возвращаем обратно и посмотрим на буклет. Такой вот буклет. Замечание режиссера. Главный персонаж данного фильма. Другой главный персонаж, 22-й. Буклет глянцевый. Другие персонажи фильма. Далее всякие локации. Нью-Йорк. Далее мир другой. Великое нечто. И на этом данный буклет Gallery Book заканчивается. Возвращаем его обратно. Такое вот издание анимационного фильма Disney и Pixar под названием «Душа». Фильм выиграл Оскар за лучший анимационный фильм. И на этом 2020 год закончился. Переходим к 2021 году. И здесь большинство изданий без русского, поэтому сначала покажу вам два фильма с русским. Так, первый из них — это картина под названием «Веном 2», скандинавское издание. На этот фильм я ходил в кинотеатр. Здесь два диска, и оба диска в данном издании идут с русским языком. «Веном 2» 4К и Blu-ray. Оба диска с русским. И второе издание с русским фильмом, точнее, издание с русским языком, который вышел в 2021 году, это фильм «Человек-паук. Нет пути домой». Вроде бы это самая кассовая картина 2021 года, если я ничего не путаю. И в этом издании также оба диска с русским языком, что Blu-ray, что 4К. Такой вот фильм «Человек-паук. Нет пути домой». На него я тоже входил в прокат. Два таких вот фильма от Sony. Это издание, забыл сказать, это испанское издание. То есть он с русским языком выходил и на Blu-ray, и на 4К. Эти два фильма они выходили в Испании и в скандинавских странах. То есть в этих двух странах оба диска с русским. «Веном 2» и «Человек-паук. Нет пути домой». А остальные фильмы будут без русского, поэтому проговаривать это снова не буду. И раз начали с Sony, то закончим еще одним фильмом от этой студии. Картина под названием «Охотники за привидениями. Наследники». «Охотники за привидениями. Наследники». Такое вот издание. Издание американское. Здесь два диска. Как я уже сказал, уже они вышли без русского языка. Видим такие вот арты на дисках. Конечно же, присутствует код. И это третья часть, продолжение оригинальной дилогии про охотников за привидениями. То есть здесь, конечно, рассказывается о новых уже охотниках, но также и возвращаются и старые, которые еще в живых есть. Такой вот фильм «Охотники за привидениями». Далее, следующая студия. Это будет Disney. Снова возвращаемся мы к Диснею. И у меня 4 фильма 2021 года от этой студии. Начнем с фильма с живыми актерами. Издание, которое появилось у меня в коллекции совсем недавно. Это картина «Круэлла». Это у нас рассказывается об истории злодейки из «101 Далматинца».
То есть это приквел к «101 Далматинцу» в виде фильма с живыми актерами. И здесь в роли Круэллы де Виль снялась актриса Эмма Стоун. Такое вот издание. Также здесь 2 диска, Blu-ray и 4К. И, конечно же, есть код. Как обычно и бывает в изданиях от Disney. Фильм под названием «Круэлла». Далее, следующее. Это будут 3 анимационных фильма от студии Disney, вышедших в 2021 году. И первый фильм из этих, это у нас «Рая и последний дракон». В таком вот слипе. Снимаем слип. По слипам такой же арт присутствует. 2 диска здесь. Blu-ray диск с обычной накаткой, а 4К диск с такой вот накаткой с артом из этого фильма. Неплохой фильм, понравился, поэтому приобрел себе в коллекцию. «Рая и последний дракон». Далее. Еще один анимационный фильм от Disney, который вышел в 2021 году. Это фильм под названием «Энканто». И это фильм, который выиграл «Оскар» за лучший анимационный фильм 2021 года. Видим здесь такой вот арт. Видим, что сделано в Мексике. И, конечно, здесь также присутствуют 2 диска, как и всегда бывает у Disney. То есть они не используют 4К диски размером 100 гигабайт. И поэтому у них всегда есть Blu-ray, на котором есть дополнительные материалы. А на 4К диск они дополнительные материалы не вкладывают. И это также американское издание. Фильм «Энканто». Наконец, последний анимационный фильм от Disney 2021 года, который есть у меня в коллекции. Это картина под названием «Лука». Это у нас фильм от Disney и Pixar. Видим такую информацию сзади. Открываем. У Pixar немножко здесь другая ситуация. У них всегда оба диска с артом, в отличие от основного Disney. Видим такие вот арты на накатках с персонажами данного фильма. Blu-ray диск и 4К диск. И здесь, в отличие от предыдущих 2 фильмов Pixar, нет дополнительного диска с дополнительными материалами. И такая вот реклама здесь присутствует. Уже не действующего Disney Movie Club. В общем, такие вот получаются 3 анимационных фильма 2021 года от Disney есть у меня в коллекции. Далее переходим к следующей студии. И это студия под названием Warner Brothers. У меня также 4 издания от этой студии в коллекции с фильмами 2021 года. И первое из них это супергеройский фильм режиссера Джеймса Ганна под названием «Отряд самоубийц», который в русском варианте также имеет подзаголовок «Миссия на вылет». Видим такой арт на обложке. Здесь видим информацию сзади. И здесь присутствуют таких вот 2 диска, которые не совсем простой накаткой. Здесь видим звезда, а здесь видим пуля. И уже не действующий год. И такая вот рекламка. Фильм супергеройский Джеймса Ганна под названием «Отряд самоубийц. Миссия на вылет». Далее следующая картина 2021 года от Warner Brothers. Это фильм эпический режиссера Дэни Вильнёва под названием «Дюна». Первая часть. Здесь главной роль у нас снялся Тимоти Шаламе. И вот первая часть вышла в 2021 году.
я ходил на нее в кинотеатр. Такие вот накатки. Здесь еще 2 диска. Потому что в 2021 году у Warner Bros. Еще было 2 диска. То есть они еще добавляли обычный Blu-ray диск в издание с 4К дисками. Потому что, как вы можете заметить, в следующем видео, которое будет на тему 22-23 года, вот примерно с 23 года Warner Bros. Уже в 4К издания обычные, по крайней мере в США, Blu-ray диск уже не добавляют. А это вот фильм 21 года, поэтому здесь еще 2 диска. Картина Дэни Вильнёва под названием «Дюна». Часть 1. Далее, следующее кино 21 года от Warner Bros. Это фильм под названием Mortal Kombat. Это новая экранизация известной игровой франшизы. Такое вот издание. Присутствует здесь такая вот бумажка с уже кодом недействующим, потому что он истек в 2023 году. И видим такие вот простые накатки с названием фильма и просто черные. Фильм 2021 года по серии видеоигр под названием Mortal Kombat. И, наконец, последнее издание от Warner Bros. С фильма 2021 года. Это вторая часть космического джема под названием «Космический джем. Новое поколение». Видим такой вот арт. Первая часть у меня тоже есть в коллекции. А это вторая часть, которая вышла в 2021 году. Открываем. Здесь накатки простые, но в то же время они отличаются разного цвета. То есть здесь видим Blu-ray и видим 4К диск. Космический джем 2. Новое поколение. Фильм от Warner Bros. 2021 года. Далее пойдут сразу 4 фильма в 4К от Universal Pictures, а также один фильм на Blu-ray. Начну я с Бондианы и фильма 2021 года под названием «Не время умирать». Это последний фильм Бондианы с Дэниелом Крейгом. У меня он в таком вот 4К издании американском. Открываем. Здесь присутствует такой вот флаер, российский флаер. А также здесь есть код, который уже использован. И здесь видим 2 диска, 4К и Blu-ray с такими вот простыми артами. Точнее, вообще без артов. Такое вот издание последнего фильма на сегодняшний день «Бондианы». И последний фильм с участием в этой серии Дэниела Крейга. «Не время умирать». Далее, следующая картина 2021 года. Это фильм под названием «Прошлой ночью в Сохо». Это такой вот триллер от режиссера Эдгара Райта, в котором снялись Томасин Маккензи и Аня Тейлор-Джой. Неплохой фильм, поэтому взял себе в коллекцию. Здесь также 2 диска Blu-ray и 4К. И 4К диск с артом. И, конечно, присутствует код. Фильм Эдгара Райта под названием «Прошлой ночью в Сохо». Далее продолжаем еще известных режиссеров. И следующая картина – это триллер, фильм ужасов режиссера М. Найта Шьямалана под названием «Время».
Такое вот издание от Universal. Здесь, конечно же, 2 диска. Сюда положил я такой вот флаер российский. То, что фильм еще успел выйти в российском прокате. Потому что это 21 год. И, конечно же, присутствует такая вот бумажка. И код уже использован. Фильм режиссера М. Найта Шьямалана под названием «Время». И, наконец, последнее 4К издание от Universal с фильма 2021 года. Это картина русского режиссера Илья Найшулера, снятая в Голливуде под названием «Никто». Здесь в главных ролях Боб Оденкёрк, Кристофер Ллойд, Алексей Серебряков. Такие вот актеры. Открываем. Здесь также такая бумажка присутствует. И 2 диска. 4К и Blu-ray. Фильм неплохой, поэтому приобрел себе в коллекцию. Уже вышла 2-я часть. И он также надо будет приобрести в коллекцию. А это вот 1-я часть под названием «Никто». С актером Бобом Оденкёрком. И еще один фильм от Warner Brothers, но уже на Blu-ray. Это картина под названием «Зверопой 2». Здесь снял этот фильм студия Illumination. 1-я часть есть у меня в коллекции, поэтому, конечно же, приобрел и 2-ю часть. Неплохой анимационный фильм от этой студии. И это издание, в отличие от всех предыдущих, которые я показывал за 2021 год, это издание британское. И такая вот накатка у этого Blu-ray диска. Фильм от студии Illumination анимационный под названием «Зверопой 2». И, наконец, осталось вам показать последний фильм 2021 года. И это картина от студии А24 в издании, которое выпустила фирма Lionsgate. И эта картина «Легенда о Зеленом рыцаре». Такой вот своеобразный фильм по легенде о короле Артуре, по одной из ее интерпретаций. Здесь такой же арт видим. Код. И здесь видим одинаковые арты, что на Blu-ray диске, что на 4К диске. Фильм «Легенда о Зеленом рыцаре». Такие вот у меня есть фильмы 2020-2021 года в коллекции. Достаточно много. Но если бы я показал сразу все фильмы за 20-е годы, это было бы очень длинное видео. Поэтому в этом видео будет только эти 2 года. И поэтому я заканчиваю. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих моих видео. А на этом все. Пока-пока.